Обычная яблочная шарлотка всем нам прекрасно знакома. А пробовали ли вы польскую? Она очень нежная, воздушная, а комбинация текстур просто взрывает рецепторы. Сегодня именно такую шарлотку я и предлагаю вам приготовить. Вы на канале Жизнь вкусная. Ссылку на свою обычную шарлотку я оставлю в описании к этому видео, там же ищите список всех ингредиентов. Для приготовления теста для этого пирога я возьму 200 граммов муки, 150 грамм охлажденного сливочного масла, также 2 чайные ложки без горки разрыхлителя, щепотку соли и 3 желтка. В начинку у меня пойдет 5-6 яблок, у меня здесь 5 довольно крупных, кислый сорт, это семеренко, корица, если вы не любите корицу, то не добавляйте ее, 100 грамм сахара для яблок, а также немного лимонного сока для того, чтобы они не потемнели. А 3 белка от яиц вместе с сахаром пойдут для меренги. В чашу комбайна отправляю всю муку, а также разрыхлитель и щепотку соли. Сюда же идет охлажденное, нарезанное небольшими кусочками сливочное масло. Сейчас все это будет необходимо пробить до состояния масляной крошки, а затем я это все свяжу при помощи желтков. Добавляю желтки и смешиваю до объединения. Тесто собралось в шар. Оно мягкое, податливое. Отделяю треть теста, и ее я отправлю в морозильную камеру. Она пойдет на отделку, на верхушку пирога. Основная масса теста будет коржом. Пока охлаждается тесто, я займусь приготовлением яблочной начинки. Для этого мне нужно их очистить, удалить сердцевинку, удалить кожицу и мелко нарезать. Режу яблоки кусочками миллиметров по 5. Думаю, нужно сделать замену, потому что яблок довольно много. Чтобы их проще было потом перемешивать с сахаром, я их пересыплю в более глубокую мисочку. Всыпаю к яблокам 100 грамм сахара. Выжимаю сок лимона, половинки. И всыпаю корицу. Устанавливаю кольцо в диаметр 20 сантиметров. Этот пирог довольно высокий, пышный. Если вы хотите получить более плоский пирог, используйте форму большего диаметра. Приступаю к распределению теста по форме. Тесто я распределяю прямо вручную. Если вы захотите, можно его раскатать при помощи скалки и выстелить пластом, но я буду делать таким мануальным способом. Просто сейчас разделю на небольшие кусочки, чтобы было удобнее. Я формирую бортик где-то сантиметра 4 высотой. В этом пироге это не очень принципиально, главное, чтобы была закрыта начинка, а вот та часть, где будет меренга, она будет держать прекрасно форму и сама по себе, поэтому не переживайте, что что-то у вас где-то вытечет или выпадет. Для приготовления меренги я попросту буду взбивать белки и постепенно подсыпать 120 грамм мелкого сахара, пока он не растворится. Масса должна стать пышной и очень блестящей. Для того, чтобы сахар в меренге хорошо растворялся, берите белки комнатной температуры.
форму с тестом я отправляю яблоки. Поверх яблок я распределяю меренгу. Она очень плотная, очень глянцевая, как для выпечки безе. Завершаю все слоем натертого на крупной терке теста, которое мы отправляли в морозильную камеру, той трети отложенной. Пирог отправляется в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на час. Пирог готов, он зарумянился. Теперь нужно оставить его в духовке еще на 30 минут, выключив ее и оставив приоткрытой дверцу. Очень красивый пирог получился, правда? Если видео вам понравилось, поставьте лайк и проверьте, не забыли ли вы подписаться на мой канал, потому что у меня здесь все самое вкусное. А с вами была Галина Артеменко.